cheap, expensive, it's an illusion. Дорого, дешево, это все иллюзия. This too is an illusion. И это тоже иллюзия. These wheels do not move. Эти круги не двигаются. It is the curvature of our eyes Дело только в изгибах наших глаз, that makes it appear. из-за которых кажется, что на картинке есть движение. So let's try and apply this into something practical. Something that we can use when we trade FX. А теперь давайте попробуем применить это как-то на практике, чтобы мы смогли использовать это знание при торговле на Форексе. One of my colleagues in the industry, Rodriguez, he investigated 43 million shares. Very much a company like Super Forex and Insta Forex. Один из моих коллег в отрасли, где я работаю, Родригес, изучал 43 миллиона сделок на Форексе. Он работал в компании, очень похожей на Forex Mart. 43 million trades over 12 months. 43 миллиона сделок за 12 месяцев. Executed by 21,000 traders. Эти сделки были сделаны 21 тысячей трейдеров. How many of those 43 million closing trades were winners? Would you think about that for 5 seconds? Подумайте, вот 5 секунд, как думаете, сколько из этих 43 миллионов сделок были закрыты в прибыли? Сколько процентов? This is what you do when you trade with Super Forex. Ведь вы это делаете тоже, когда торгуете. Will you translate? I want you to translate what percentage people think. Как думаете, сколько процентов было выигрышных, прибыльных сделок? 5%. 5. 3. 5. 10. You're not very 10. 2? You're not very optimistic. Как-то не очень оптимистично. Any higher? Спасибо. Кто больше? I got 25 over here. Должен есть 25, кто больше? The answer is, ladies and gentlemen, 65% of all their trades were winning trades. Дамы и господа, ответ это 65% сделок были выигрышными, прибыльными. That's good. Это хороший результат. Now, that's not the whole story though, is it? Но ведь это не вся картина, правда же? Because we've all had one of those days where we just, every single trade that we execute makes money. Потому что у каждого из нас были дни, когда каждая сделка приносила деньги. And then the last trade of the day is the one that we lose it all on. А на последней сделке дня теряли все. Yeah? Okay, so, you all know what pips mean. Да, каждый из вас знает, что такое пункты, пипы. On those 65% winners, how many pips do they win when they win? Как думаете, из этих 65% прибыльных сделок, сколько пипов они зарабатывали? Take 10 seconds to think about this. Подумайте 10 секунд. 5, 10. 1. Your point. Да, вы очень позитивно настроены, оптимист. How many pips do they lose when they lose? А когда они теряли деньги, как думаете, сколько пунктов они теряли? Ladies and gentlemen, take this in. Дамы и господа, вот проникнитесь этим. 65% hit rate. 62% позитивных результатов. Average winning trade, 48 pips. Средняя прибыль на сделке 48 пунктов. Average loss, 83 pips. Средний убыток на сделке 83 пункта. Okay, translate this carefully. Psychologically, people want to maximize the amount of winning trades. Психологически, по психологии, люди стремятся максимизировать количество прибыльных сделок, rather than maximizing the amount of money they make on each trade. вместо того, чтобы максимизировать количество денег, заработанных на каждой сделке. What's the problem here? В чем же здесь проблема? The problem here is that when you are in a winning trade, Проблема в том, что когда вы сидите в прибыльной сделке, вот вы, например, let's say you make 20 pips, допустим, вы уже 20 пипов в плюсе, 30 pips, 30 пипов, 40 pips, 40, 50, 50,
60. 60. You're no longer so cool. Вам уже не так спокойно сидится, правда? You begin to think, I'm no longer hoping it's going to be 70. Вы уже не думаете, что я больше не надеюсь, что она вырастет до 70. I'm beginning to fear that 50 becomes 40 Я боюсь, что 50 превратится в 40, или в 30, or 20. или в 20. You're no longer hoping it's going to be 70. You're fearing it's going to go back to 20. Вы уже больше не надеетесь, что вырастет до плюс 70 пунктов, вы уже боитесь, что упадет до плюс 20. Killing me there. Да, конечно, меня просто убивает. You would rather close your trade early out of fear that your profit will disappear. Вы скорее закроете сделку из страха, что прибыль утечет. People become fearful when they should be hopeful. Люди боятся, когда им стоит надеяться. Or people become hopeful when they should be fearful. So when you're losing 20, И наоборот, люди надеются, когда им стоит бояться. И когда вы теряете 20 пунктов, you're hoping that 20 becomes 10 again. вы надеетесь, что 20 превратится хотя бы в 10. You're not fearing that 20 will become 30. Вы не боитесь, что минус 20 превратится в минус 30 пипов. Okay, I may not understand Russian, but I reckon Я, конечно, не понимаю по-русски, но, наверное, yes. Это 4 часа, да. sold. Продано. Do you follow me? Следите за мыслью, да? How did I become a kind of guy that... May I tell you a little side story? Сейчас расскажу вам небольшую такую историю. I have a trader friend who runs a magazine in Germany. У меня есть друг трейдер, который еще занимается журналом в Германии. He said to me, И он сказал: you're a multi-millionaire trader. ты трейдер-мультимиллионер. You can't possibly relate to people who open an account with, say, 1,000 euros. Ты наверняка вообще не можешь понимать людей, которые открывают счет с 1000 евро на депозите. I challenge you to open an account with 1,000 euros. Поэтому бросаю тебе вызов. Попробуй открыть счет, сделать депозит 1000 евро And trade it with those principles that you have done here. и торгуй с этими принципами, которые ты здесь рассказываешь. And I said, what's the goal? Я сказал: хорошо, а какая цель? Let's see if you can make 10% in a month. Он сказал: посмотрим, сможешь ли ты сделать 10% за месяц. I am now 2 months into the experiment. Сейчас уже идет второй месяц этого эксперимента. And I have 28 doubled my account. 28 doubled. Double, 28 times. И я удвоил свой счет 28 раз. And, no. Нет, пожалуйста, не No, надо. no. And I promise you, before we leave each other today, I want to tell you why I'm able to do that. И прежде чем я закончу свое выступление, я обещаю вам, что я расскажу, почему у меня это получается. It's not moving averages. И дело не в скользящих средних, It's not RSI. дело не в RSI, It's certainly not Fibonacci. и уж точно не в Фибоначчи. And it's not stochastics either. И стохастик тут тоже ни при чем. Because none of that works. Потому что вот эти вот все линии не работают. It's about when you are right 10 times more than when you're wrong. Все дело в том, чтобы быть правым в 10 раз чаще, чем ошибаться. So imagine this is not a chart over 4 years. Поэтому представьте, например, что это график не 4-летний. Imagine this is Dow Jones. No, imagine it's Euro-dollar over an afternoon. Хорошо, представьте, что это евро-доллар за последние полдня. Do you know what the typical trader will do if they had bought it there? Вы знаете, что будет делать типичный трейдер, если он купил вот там, вот где-то ближе к низу? I watched this for 10 years. Я наблюдал за этими ситуациями 10 лет. For 10 years, I watched people buy there, Я 10 лет наблюдал, как люди покупают вот здесь, and they would take half their profit there, половину прибыли выбирали здесь, they would take another quarter there, еще четверть здесь выбирали, 1/10 off there, десятую часть вот здесь and выбирали, they would probably close it there. и, наверное, полностью закрывали сделку вот здесь. And by the time I was up there, А к тому времени, когда
Котировка выросла аж вон туда, they wouldn't be in a position anymore. они уже были не в позиции. Now, when I trade, Когда я торгую, I would also buy it there. я бы тоже здесь купил. But when it goes up there, Но когда вырастает и сюда акция, I will buy more. я бы докупил. When it goes up there, Когда вырастет котировка до сюда, I will buy more. я бы еще докупил. When it goes up there, Когда вырастает сюда, I will buy more. я бы еще докупил. When it goes up there, А здесь are you я бы... beginning to get what I'm doing, what I'm talking about here? Вы уже See, начинаете понимать, что я делаю или нет? let's talk religion for a second. Давайте немножко поговорим о таком вопросе, как религия. Okay, some people will have an image of Jesus on the wall. У кого-то на стене висит икона с Христом, например. Some will have an image of Allah. У кого-то может быть надпись Аллах. Some will have an image of, it's always dangerous talking religion. Хотя, Some will конечно, о have, религии всегда очень опасно говорить. some will have an image of Buddha. А у кого-то будет Будда. And no offense to any other religion left out, I'm sorry. И, конечно, я не хочу обидеть все другие религии, которые я не упомянул, простите. I have a picture of a guy called William Eckhart. А у меня на стене висит фотография человека по имени Уильям Эккарт. And that's not because I like boys more than I like girls. И не потому, что мне мальчики нравятся больше девочек. Because I don't. Потому что это не так. I got a photo of William Eckhart because he's got a PhD in mathematics. У меня висит фотография Уильяма Эккарта, потому что он кандидат наук математических. He also happens to be one of the best fund traders in the world. И кроме того, он один из лучших фондовых трейдеров в And he мире. has mathematically proven И он математически доказал, that it is completely pointless что нет совершенно никакого смысла to guess where the top is in a rising market. пытаться угадать, где максимум, где будет вершина у растущего рынка. And it is completely pointless И также совершенно не имеет никакого смысла to guess where the bottom is in a falling market. пытаться нащупать дно на падающем рынке. So when I buy, Поэтому, когда я покупаю, I want to buy more and more and more and move my stop loss up. я хочу покупать все больше и больше и больше, и при этом я подтягиваю стопы. Do you know why I do that? Знаете, почему я так делаю? Because it's the hardest thing to do. Потому что это делать труднее всего. If 98% are wrong, И если 98% ошибаются, and people generally follow the path of least resistance, и, конечно, люди обычно идут по пути наименьшего сопротивления, you all want to do what's easy. каждый из нас стремится делать то, что легче. Good trading pushes you out there where it is no longer comfortable. Но хороший трейдинг – это когда тебе некомфортно. Good trading challenges you. Хороший трейдинг – это постоянные вызовы. Good trading pushes you into an area where you are no longer comfortable. Хороший трейдинг – это когда ты оказываешься в ситуации, где тебе абсолютно некомфортно. In other words, good trading is quite painful. Другими словами, хороший трейдинг – это довольно больно. And unprofitable trading is very easy. А неприбыльный трейдинг – это очень легко. It's a bit like being on a diet Это очень похоже на диеты. and you're confronted with McDonald's. Когда ты сидишь на диете и при этом стоишь перед Макдональдсом. The hard bit is to walk past McDonald's, Очень трудно пройти мимо. but it's very easy to walk in there and get one of those Big Mac menus. Но зайти и взять Биг Мак меню с большой картошкой очень легко. So, let me tell you what are my secrets. Итак, теперь поделюсь с вами своими секретами. How am I doing for time? Как там со временем? That was a question, not trying to... Это I guess I'll just carry on talking until someone tells me to shut up. Ладно, буду продолжать говорить, пока кто-то не скажет мне заткнуться. Okay. Let's take a look at the Dow Jones. Посмотрим на Dow Jones. What was the worst day ever in Dow Jones' history in points? Как вы думаете? 50? 1-5? No, 5-0. Oh, 5-0. Okay. That's all right. Нормально. Plenty of time. Как вы думаете, за всю историю индекса Dow Jones в пунктах, какой был его самый плохой день? Maybe that's not good for you if you're bored. You have to be here for another 50 minutes. Наверное, вы, может быть, не очень рады, что еще 50 минут слушать меня, если вам тут I won't take offense if you leave. Так что, если вы встанете и уйдете, я не обижусь. Okay.
what was the worst day ever in Dow Jones's history? Итак, за всю историю Доу Джонса какой был самый плохой его день? In points. В пунктах. 200. 200. The worst day ever was the 15th of September 2008, where the Dow Jones lost 980 points. Самый плохой день было 980 было в сентябре 2008 года, когда Доу Джонс потерял 980 пунктов. What was the best day ever in Dow Jones's history? А какой был самый лучший день Доу Джонса за всю историю? The day after. Это был следующий день. What you're seeing here is 7,500 closing days in Dow Jones. Здесь вы видите распределение цен закрытия 7,5 тысяч дней для Доу Джонса. Oh, I love my statistics. Обожаю статистику. So, this is what we call a normal distribution. Это называется нормальное распределение. Ladies and gentlemen, what is the statistical chance of Dow Jones closing in positive territory on Monday? Дамы и господа, какова статистическая вероятность, что в понедельник Доу Джонс закроется в плюсе? Viewed over the last 30 years. Если мы посмотрим на последние 30 лет, например. What you're seeing here is the distribution of all the closing trades, all the closing days where we closed in negative territory versus positive territory. Здесь мы видим распределение за 30 лет, как закрывался Доу Джонс в плюсе или в минусе, 7,5 тысяч дней. Ladies and gentlemen, it's 46% chance that the Dow Jones is going to close in negative territory, and 54% chance that the Dow Jones is going to close in positive territory. Дамы и господа, шанс, что Доу Джонс закроется в минусе, 46%, а шанс, что он закроется в плюсе, 54%. So I might as well flip a coin. То есть, в принципе, можно монету бросать. I might as well flip a coin. Действительно, можно просто бросать монету, результат тот же. Because the distribution of winning days to losing days is nearly 50-50. Потому что распределение прибыльных и убыточных дней практически 50 на 50. Which means that the only chance I have of making money consistently as a day trader Что значит, что единственный мой шанс постоянно зарабатывать на этом рынке – это торговать внутри дня. is beginning to apply statistical analysis rather than technical analysis. И при этом вместо технического анализа применять статистический анализ. So what I found was that the first 5 minutes И вот что я обнаружил. Первые 5 минут when the Dow Jones opens, после открытия Доу Джонса, that will be the high of the day or the low of the day 20% of the time. в 20% случаев в первые 5 минут рынок покажет максимум или минимум этого дня. And within the first 35 minutes, half of all trading days, I will have already seen the high of the day or the low of the day. А в первые 35 минут рынок покажет максимум или минимум целого дня в 50% случаев. And 90% of all trading days, the high of the day or the low of the day, will have been found in the first 2 hours of trading. А в 90% дней максимум или минимум дня будет достигнут уже в первые 120 минут торгов. But for me, it gets better than this. Но для меня все становится только лучше. 50% of all trading days, the Dow will close at the high of the day or the low of the day. В 50% случаев Доу Джонс закроется либо на максимуме дня, либо на минимуме. So let's take a look at the last 10 days in the Dow. Давайте посмотрим на последние 10 дней, как дела были у Доу Джонса. Let's start here. Вот начало. We make a low in the first 10 minutes of the day. Достигли минимума в первые 10 минут We close at the high of the day. и закрылись на максимуме дня. We make a very, very rare day where we have an early top. Очень редкий день, когда в самом начале была такая фигура, But we don't have either a strong close or we close right in the middle. а закрылись примерно посередине, не было This is rare. ни минуса. Это очень редко случалось. Here, we close at the low of the day. Здесь мы закрылись на минимуме. Here we make an early top within the first 30 minutes. Здесь первые 30 минут вершина We close at the low of the day. и закрылись внизу. Here we make an early low. Снова в самом начале дня достиг минимума рынок, We close at the high of the day. закрылся на максимум. Here we make an early high. Здесь в самом начале максимум, We close at the low of the day. закрылись на минимуме дня. Here we make an early low.
А здесь очень низкий, в самом начале низкая цена, and we close at the high of the и day. закрылись на максимуме. Let's say for the sake of the argument that I had bought it there. Давайте представим, что я купил вот здесь, вот в And I начале. know that there's a more than 50% chance that when we close tonight, we will close at the high of the day. И я знаю, что есть 50% вероятность, что при закрытии Dow Jones будет на максимуме. I will add to my position throughout the day. На протяжении дня я буду наращивать позицию. And I will move my stop loss up to the best of my ability as the market moves higher. И пока рынок растет, я буду подтягивать свои стоп-лоссы настолько, насколько только смогу. Days where I don't have a good day В такие дни, когда у меня, в общем, нехорошо все получается, would be days like this. это вот такие дни. I will sell short, sell short, Я sell продаю short, короткую, sell short. продаю короткую, короткую, And then the market reverses and closes quite strong. а потом рынок разворачивается и закрывается в плюсе. Those are days where I go home and kiss the cat. В эти дни я возвращаюсь домой и высвобождаю всю свою злость на котят. Do you have any idea of how profitable a day like this is for me? А как вы думаете, насколько прибыльным становится день вот типа этого для меня? This is a day where I sell short, 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 until the market closes. В этот день я продавал короткую, продавал и продавал и продавал, пока рынок не So закрылся. although I will have days like this where I don't do well, И хотя у меня будут и убыточные дни, I will have days like this where I will easily double or triple my account in a day. у меня будут и такие дни, когда я с легкостью удвою или даже утрою свой счет. 98% of the clients that I observed over a 10-year period, 98% клиентов, за которыми я наблюдал за 10 лет, irrespectively of this as being euro, dollar, sterling, dollar, dollar, Swiss, dollar, yen, euro, yen, they will be looking to buy this. независимо от того, это евро-доллар, евро-франк, евро-фунт, доллар-иена, они будут покупать вот здесь. They will have an incessant need to want to buy cheap. У них просто какое-то такое непоборимое желание покупать дешево. I estimate 2 out of 100 traders would want to sell short the Dow Jones here. И моя оценка такова, что где-то 2 трейдера из 100 будут продавать в короткую вот здесь. I estimate 98 of 100 traders would rather buy the Dow Jones here in the hope that they're going to catch the low. А 98% скорее стремятся купить вот здесь в надежде, что они поймают дно. So, ladies and gentlemen, if you want to make money trading, Поэтому, дамы и господа, если вы хотите зарабатывать на трейдинге, do not look for indicators. не смотрите на индикаторы. And do not believe that Fibonacci is going to help you. Не верьте, что Фибоначчи вам поможет. Work on your mindset. Get a hold of this presentation. Работайте над своим мышлением. And the next time that you are seeing the Dow being up 100 on the day, Запомните то, что я вам говорю. И в следующий раз, когда вы увидите максимум дня, or when euro dollar is up 50 or 60 points on the day, или когда за день евро-доллар наберет 50 или 60 пунктов, and you're thinking, I'm not going to buy it here because it's too expensive, и если вы снова подумаете, что я не буду здесь покупать, потому что слишком же дорого, then for God's sake, remember these words. я вас просто умоляю, запомните эти слова. I would be buying. Я бы купил. And if you do what I do, Если вы будете делать то, что делаю я, you will make money. вы будете зарабатывать. Not because of an indicator or a piece of software, Не благодаря индикатору или какому-то роботу, but because you're doing the right thing. но потому что вы будете делать то, что должно делать. You buy strength Вы покупаете сильных and you sell и weakness. продаете слабых. And that's what professional traders do. Профессиональные трейдеры именно так и Professional поступают. traders don't give a flying hoot about stochastics and MACD and RSI and Keltner channels and Bollinger Bands. Профессиональным трейдерам чихать на полосы Боллинджера, MACD, стохастик и все остальное. Because we know that's not going to make you anything. Потому что мы знаем, что от этого ничего не получишь. I'm sorry if I am stepping on some people's toes. Простите, если я кого-то этим задеваю. The stats in the DAX is just like the stats. So why don't we go to currencies? Okay. Статистики в индексе DAX точно такая же статистика, как Because this is a поэтому index show. займемся валютами, потому что все-таки это же Форекс. And here's the problem, ladies and gentlemen. И вот в чем проблема, дамы и господа. This is a chart that illustrates what is wrong with every piece of software
И вот график, который иллюстрирует, что не так с каждым программным пакетом and every single indicator. и с каждым индикатором. The market has two states. У рынка есть два состояния. There's the state where we are going nowhere, sideways. Есть состояние рынка, когда мы никуда не движемся, а просто боковое движение. And then there's a state when market expands. И есть состояние, когда рынок расширяется, It grows растет or it или falls. падает. But there's no indicator. Но нет ни одного индикатора, There's no piece of software. никакая программа, There's no person никто, ни один that can give человек you a recipe не может дать вам рецепт, that will work in anything like this. который будет работать вот в таких ситуациях. It means that I know I will make my money when the markets are trending. Это значит, что в тренде я заработаю, да. And I know I will have my tough days И я знаю, что плохие дни when the market is sideways. у меня будут на боковом рынке. But because the market is distributed 50-50, Но из-за того, что на рынке распределение результатов идет 50 на 50, I have no choice but to be in there. у меня нет выбора, кроме как входить. I have to go to work. Я должен ходить на работу. I have to attempt to do my best every single day. Я должен стараться добиться наилучших возможных результатов каждый день. And these are the days that I live for. И ради этих дней я и живу. And this is days that I could do without. А без этих дней я, в принципе, мог и обойтись. But that's the nature of trading. Но в этом вся природа трейдинга. MACD, RSI, stochastics, it works fine in these kinds of markets. MACD, RSI, Stochastic работает хорошо. В боковых рынках. Let's take a look at something like stochastics. Давайте посмотрим на Stochastic. Okay, market is cheap. Рынок сейчас внизу, сейчас дешево. Yeah. Да. Oh, Хорошо. market is expensive. А сейчас слишком высокая котировка. Дорого? Not so good. Да, не очень хороший результат показывает Stochastic. But you don't know at the time. Но пока вы не увидите следующую свечу, вы же не знаете. Which means that if you sell here after you bought here, Если вы купили здесь, а продали вот здесь высоко, you'll miss this. вы пропустили все остальное движение. Of course, there's also days when you sell here Конечно, бывают дни, когда вы продаете здесь, and you buy it а back here. покупаете здесь, выкупаете назад, закрываете. The problem here is, ladies and gentlemen, Но проблема в том, дамы и господа, that you have a very, very simple question to answer. что вам нужно ответить на один очень простой вопрос. What group do you want to be in? К какой группе вы хотели бы принадлежать? Why don't you go and ask SuperForex and MT5 and InstaForex and ForexMart? Спросите у Суперфорекса, МТ5, Форексмарта, Инстафорекс, Who of their clients are making money using stochastics? кто из их клиентов зарабатывает, используя стохастик. Or just ask who of their clients are making money. Я бы даже просто спросил, кто из их клиентов просто зарабатывает. And since I'm not selling anything here, И так как я вам ничего не продаю, and I'm not selling anything, I can say whatever the hell I want. и так как я ничего не продаю, я могу говорить все, что мне в голову And придет. I only have one interest, И я заинтересован только в одном. and that is to set you straight. И это направить вас. You see, I spent 10 years watching thousands and thousands of people burn their money away. Послушайте, я 10 лет наблюдал, как люди сливали депозиты. They could never let their profits run, Они никогда не отпускали прибыли. because letting your profits run, Потому что, чтобы отпустить прибыль, позволить ей расти, it hurts. это больно, It's not comfortable. это некомфортно. A bit like going on a diet, Это все равно, как сесть на диету. and the chocolate cake is in the fridge. А в холодильнике стоит шоколадный торт. And it's so easy just to, I'll carry on tomorrow. Так легко сказать себе, ничего, завтра продолжим. Being a good trader Быть хорошим трейдером, requires to be able to put up with that uncomfortableness чтобы быть хорошим трейдером, необходимо смириться с этим дискомфортом, that it is to run your profits. а именно позволять своим Because we трейдерам have a brain, Потому что наш мозг, it's called a reptile brain, у нас, в общем-то, такой же мозг, как и у пресмыкающихся. 500 million years old, 500 миллионов лет всего лишь он существует. has one purpose, И у этого мозга только одна задача to protect us – защищать нас against pain, от боли, emotional pain, эмоциональной боли, physical pain. физической боли.
The physical pain's not even there so much anymore. С физической болью в наши времена проблем практически нет. There's no big dinosaur trying to kill us as we run over the prairie. Уже динозавры не пытаются нас съесть, пока мы переходим дорогу. But the mental pain is everywhere, especially when we're trading. Но эмоциональная боль все еще здесь, и она очень распространена, особенно в трейдинге. The only reason why I'm good Молодец. is because I can put up with that pain. Единственная причина, почему я добиваюсь хороших результатов, потому что я смирился с этой болью, я научился с ней справляться. And I swear to God, if I can learn to put up with that pain, so can you. И я клянусь вам, если я научился с ней справляться, то и вы сможете. I don't consider trading currencies any harder than trading indices. Я не считаю, что торговать валютами сложнее, чем And there are индексами. certain things that I always look for when I trade currencies. И когда я торгую валютами, я всегда обращаю внимание на следующие вещи. First of all, Во-первых, I will never take a trade in a currency just to make 2 or 3 pips. я никогда не войду в сделку на валюте ради пары пипов. I really don't care about 2 or 3 pips. Правда, пару пипов мне вообще погоды не делают. Second, I want to look to signals on the longer time frames. Второе, я всегда ищу сигналы на более длительных промежутках. So let me give you some examples of the trades that I take. Поэтому приведу вам примеры своих сделок. I call the first one an aggressive bar. Первый подход – это агрессивный бар. Sometimes it's also known as a road sign bar. Иногда такие бары еще называют знак у дороги, дорожный знак. I've highlighted a few here. Вот я выделил несколько таких баров. Market makes an enormous move higher. Рынок делает очень большое движение вверх. And at that point, I'm not in here. И здесь я не вошел. I'm the one who buys there. Я покупаю вот здесь. Yeah? Так, I'm the понимаете? one who buys here. Я покупаю здесь. And the market begins to move higher. И рынок продолжает расти. And to the best of my ability, И насколько я могу, I will move my stop loss up. я подтягиваю свои стопы. And I will buy more. И докупаю вот здесь. I will never guess which way the news goes. Я никогда не пытаюсь угадать, в какую сторону двинут рынок новости. It will be me who will be selling here. Здесь я продаю. Я продаю в короткую. And I will be adding to my positions here. И вот здесь я буду наращивать позицию. It's me who's selling down here. Вот здесь я продам. I am never afraid of selling something that's already fallen a lot. Я никогда не боюсь продавать инструмент, который уже очень сильно упал. I am never afraid of buying something which has already risen a lot. И я никогда не боюсь покупать инструмент, который уже очень хорошо вырос. For 10 years, I watched my clients wanting to sell short here and wanting to buy here. 10 лет я наблюдал, как мои клиенты стремятся продавать вот здесь, покупать вот здесь и покупать вот в третьем варианте. I buy strength, I sell weakness. Я покупаю силу и продаю слабость. These bars have a hallmark. Эти бары, они необычные, они определены здесь. They are significantly longer than the previous bars. Они намного длиннее, чем предыдущие бары. So let me show you the best trade that I've had all month. Поэтому давайте я вам покажу самую лучшую свою сделку за месяц. This is dollar yen. Это доллар-иена. Abe. Well, that's the politician's name, Abe. Человек по имени Эйб. He decided not to provide further economic stimulus, monetary stimulus in Japan. Он решил не продлевать программу монетарного стимулирования экономики в Японии. And at 5 o'clock in the morning, И в 5 утра, when the news broke, когда эта новость была объявлена, the market reacted incredibly violently. рынок просто бешено отреагировал. I woke up because my beeper woke me up. Я проснулся, потому что меня разбудил будильник. At that point, the dollar yen had gone from 112 down to 109. За эту одну свечу доллар-иена упала со 112 до 109. That's 300 pips, 3 big figures. Это 300 пипов. This is where I started selling. Вот здесь я начал продавать. I didn't place a stop loss up there. Я не стал вот здесь размещать стоп. That would be pointless. Это было бы бессмысленно. I had a student of mine call me and ask me what I was doing. И в то время позвонил мне один мой студент и спросил, что я сейчас делаю. So I said to him, what are you doing? Но я спросил ему, задал ему встречный вопрос, а ты что делаешь? Well, I'm buying. Он сказал, я покупаю. Why are you buying? Я говорю, а почему ты покупаешь?
Because it's cheap. Потому что дешево. Why is it cheap? Почему же дешево? There was silence. А в ответ тишина. Say, I'm selling. Я говорю, а я продаю. Why are you selling? Говорю, а почему ты продаешь? I'm selling because I think the whole world has just been caught on the wrong side of the market. Я думаю, что я продаю, потому что мне кажется, что сейчас весь мир был не на той стороне рынка. And I think there's a lot of hedge fund traders all over the world who's going to come to work in the next 2 hours. И я думаю, что в следующие 2 часа по всему миру придет очень много менеджеров и трейдеров хедж-фондов на работу. And they'll be bleeding. И у них будет кровь из глаз. They'll be lying down. Они будут просто падать. And I'd like to be there. И я бы хотел там быть And kick them. и их подпихнуть. Because that's what I do. Потому что я этим занимаюсь. Yeah. I kick the ones that lie down. Я впинаю тех, кто уже лежит. That's my job. Это моя работа. I sell weakness. Я продаю слабых. I'm a pariah. I'm a pariah. Я пиранья. Yeah? I'm a lion. Я лев. How does a lion choose its prey? Как лев выбирает свою жертву? Will it choose the strongest of the herd? Неужели львы выбирают самого сильного в стаде? Нет. You know, they'll choose the weak. Львы выбирают самого слабого. They'll hunt down the weak. И они охотятся за слабыми. I'm sorry. Простите. It doesn't mean that I'm not a nice guy, Это не значит, что я какой-то вообще нехороший человек. but a nice guy in the markets doesn't pay the mortgage. Но быть хорошим человеком, приятным человеком на рынке, за этим ипотеку не оплатишь. It doesn't pay the ex-wife the alimony. И алименты бывшей жене тоже не выплатишь, если будешь хорошим парнем. Doesn't. Серьезно, не выплатишь. This was my best trade, Это была моя лучшая сделка. and I kept selling, И я продолжал продавать, и продавать, and I kept и selling. продавать. And at one point, И в какой-то момент, about a week later, примерно неделю the спустя, market rallied, рынок развернулся, and I got stopped out. и меня повыбивали стопы. How many times do you think I sold again after my first sell? Как думаете, после первого входа в рынок, сколько раз я, так сказать, то продавал? It was about 12 times. Примерно 12 раз. About every 20-25 pips, I sold more. Примерно каждые 20-25 Every single time. я наращивал позицию. Every single time that I could move my stop loss down on the first position, Каждый раз, когда я мог подтянуть свой стоп к первой позиции, let me explain to you how I add to my winning positions. давайте я вам сейчас расскажу, как я наращиваю свои прибыльные позиции. Can you imagine a pyramid? Представьте себе пирамиду. And imagine that pyramid represents your trading size. Представьте, что эта пирамида представляет объем вашего торгового лота. The first position is the one that builds the foundation. Первая позиция – это основание. And the subsequent trades get smaller and smaller. А последующие сделки становятся все меньше и меньше. So when you can protect the first position with a stop loss to your break even, Чтобы и работаем так, чтобы защитить стопом свою первую позицию, свой первый вход, когда ты будешь в безубытке. I use the profit from the first position to bet bigger and bigger and bigger. И прибыль из своей первой позиции я использую для того, чтобы входить в рынок еще большими и большими лотами. I guess one of my strengths is I'm good with numbers. Наверное, одна из моих сильных сторон то, что у меня хорошо получается работать с цифрами. So let me ask you a question. Of the 20-odd thousand clients that I supervised when I was a broker in London, Из более чем 20 тысяч клиентов, за которыми я следил, когда был брокером в Лондоне, listen carefully now. теперь слушайте меня внимательно. How many do you think of those 20,000 clients were winning clients? Как думаете, из этих 20 тысяч клиентов сколько зарабатывали, сколько получали прибыль? And while you're thinking about that, И пока вы об этом думаете, how many of those clients, of those 20,000, do you think added to their winning positions? а теперь, пока вы думаете, скажите, подумайте еще, как вы думаете, из этих клиентов, которые зарабатывали, сколько из них наращивали свои прибыльные позиции? Do you have an idea in your head? Ответ, какие-то идеи? 2% made money. Max. 2%, максимум 2% зарабатывали на рынке. Out of those 20,000 clients, how many of those added to their winning positions? И из этих 20 тысяч клиентов, как думаете, 20,000 people. 20 тысяч человек, There were less than 10 people из этих that 20 added to тысяч their winning positions.
менее 10% наращивали свои прибыльные сделки. Last question. Последний вопрос. How many of those 20,000 people would add to their losing positions? А сколько людей из этих 20 тысяч наращивали свои убыточные сделки? They all added to their losing positions. Все они наращивали свои убыточные сделки. Because it's easy. Because psychologically, it's a bit like going to the supermarket. Потому что это легко. С психологической точки зрения это почти как в супермаркете. I bought steak at $50. Купил стейк за $50, And now I can buy it at $25. It's cheap. а теперь продается уже по $20 или по $25. Дешево же. I can see in your eyes that you're going, I'm not sure I like this. Я уже вижу в ваших глазах такую мысль. Мне кажется, это не If you нравится. want to make money trading, you have to think like this. You may not believe me right now, but you have to think like this. Если вы хотите зарабатывать на трейдинге, вы обязаны выработать у себя такое мышление. Просто должны. Может быть, вы мне еще не верите. Думаете, какая у меня результативность прибыльной убыточной сделки? Well, you think I'm 65% hit rate? Как думаете, у меня есть где-то 65% прибыльных сделок? God, I wish I was 65% Да, hit было бы rate. здорово, если бы у меня было 65% прибыльных сделок. I reckon if I really total it up, I'm about 50-50. Я думаю, если хорошенько подсчитать, ну максимум будет 50 на 50. But there's a really good chance I'm in my 40s. Но скорее Not just in все-таки age, but in percentage. я где-то ближе к 40. И не только по возрасту, но и в процентах по прибыльным сделкам. That means that when I am right, I really need to make sure I'm right a lot more than when I am wrong. Это значит, что когда я все-таки прав, мне нужно делать так, чтобы я был прав на большие суммы денег, намного больше, чем когда я ошибаюсь. When I'm wrong, Но когда я ошибаюсь, I like to do something called failed bars. я делаю то, что называется провальными барами. Failed bars is illustrated here. Неудачные бары проиллюстрированы здесь. Do you see this low here? Видите вот это дно, вот это вот минимум. And do you see that the market goes below this last low? И этот предыдущий минимум рынок пробил. Now you all know me now. Теперь вы уже знаете меня. Who sells there? Кто здесь продает? Me. Я. And who gets stopped out there? А кого выбивают стопы здесь? That would be me. Меня. Now this bar here is what I call a failed bar. Вот этот бар я называю баром неудачника. And that's the bar that forces me to, when the market goes above a very decisive bar, what I call a failed bar, I'm a buyer here. И когда я вижу такие вот бары неудачники, которые, после которых после длинного движения рынок разворачивается и выбивают меня стопы, после этого я вхожу в длинную. Now Это третья стрелочка была. this bar here is a 4-hour bar. 4-hour. Это 4-часовой график. So it's not like a 2-minute. То есть это не то, что я тут на 2 минутах Not like клацаю, my что-то son ерзаю. shooting Space Invaders. Как мой сын там Space Invaders какие-нибудь играет. Нет. So here, once the market begins to trade above a bar that has failed, Как только рынок пробивает вверх максимум свечи неудачника или бара неудачника, it forces me to turn my position the other way. в таких моментах я вынужден разворачивать свою позицию. And one of the things I observed in those very few amount of people that made great money trading И наблюдая за очень небольшим количеством людей, которые отлично зарабатывают на трейдинге, was their ability to change their mind. они отличались способностью менять свое мнение, передумывать. We call this behavior modification. Мы называем это изменение поведения. Why is it difficult to change your mind? Почему так трудно передумать? Because you have to accept that you were wrong. Потому что приходится признать, что ты был неправ. And accepting that you were wrong means what? А признать, когда признаешь, что ты был неправ, это что значит? It means that your ego takes a hit. Это значит, что эго снова страдает. I love correlations. What you're seeing here is the Japanese yen. This is the Japanese yen, the trade that I was telling you about. Я обожаю корреляции. Вот нижний график — это японская иена, сделка, о которой я вам уже рассказывал. But notice the correlation between the Japanese yen and the Dow Jones. А теперь обратите внимание на корреляцию между японской иеной и Dow Jones. Okay, I would like to give you a very simple technique that I use, and then I will call it a day. Я сейчас поделюсь с вами очень простой техникой, которой сам пользуюсь и буду закругляться. I use mechanical signals.
Я использую механические сигналы. In everything I do, everything is mechanical. Все, чем бы я ни занимался, все механическое. It means that there's no room for interpretation. Это значит, что не остается никакого пространства для того, чтобы гадать или там, как-то интерпретировать все. What is a mechanical signal? Механический сигнал – это такой сигнал, It's a signal that does not require an opinion. который не требует какого-то дополнительного мнения. It should be transportable between time frames. Он должен транспонироваться и использоваться успешно на разных временных промежутках. And ideally you can use it in all time frames. И идеально, конечно, было бы использовать его на всех графиках. It has to be easy to use. Также этот сигнал должен быть простым в использовании. And it has to be easy to explain. И кроме того, он должен быть очень достаточно простым, чтобы его легко было объяснить. I use a very simple technique called a 4-bar fractal. Я использую очень простую технику, которая называется фрактал 4 бара. It is by no means my best technique, but it's efficient. Это, конечно, не самая лучшая моя техника, но она эффективна. Let me show you how it works. Давайте покажу вам, как она работает. The 4-bar fractal is an attempt to quantify mathematically a reversal. Фрактал 4 бара – это попытка математически измерить, так сказать, размер, оценить математический разворот. It is a measure of when the market has reversed. И это показатель момента, когда развернулся рынок. It's essentially a bar chart pattern. По сути, это, конечно же, используется на баровых графиках. It consists of 4 bars, candles. Конечно, эта фигура состоит из 4 баров, ну или свечей. Let's look at the definition. Давайте посмотрим на определение. Easy to explain. Объяснить его очень легко. I have 4 bars. Вот 4 бара. Bar number 1, Первый бар, bar number 2, второй, bar number 3, третий, bar number 4. четвертый. Bar number 1 has to close above the top of bar number 2. Первая свеча должна закрыться выше максимума второй свечи. Bar number 3 I ignore. Третью свечу я игнорирую. Bar number 4, bar number 1 has to close above bar number 4. И снова-таки первая свеча должна закрыться выше максимума четвертой свечи. When I see this, Когда я это вижу, I have a buy signal. для меня это сигнал на покупку. Then it's up to me whether I take it or not. Затем уже от меня зависит, использовать ли этот сигнал для сделки или нет. I'm going to let this stand here for a second so you can take a photo of it. Я оставлю этот слайд здесь на минутку, чтобы вы могли его сфотографировать. Price number 1, bar number 1 is the current price. Итак, первый бар, первая свеча – это текущая цена. Bar number 2 is the previous bar. Вторая свеча – это предыдущая. If price number 1 close above the price bar height of number 2, Если первая свеча закрывается выше максимума второй свечи, and if it closes above bar number 4, и если первая свеча закрывается выше максимума четвертой свечи, it's a buy signal. для меня это сигнал на покупку. Do you think you're ready to deploy this in a chart? Как думаете, вы готовы применить это на графике? I've done the first one for you. Первый для вас я уже прорисовал. We close above number 1, sorry, we close above number 2, Закрытие выше максимума второй and we close above number 4. и максимума четвертой. There's 2 more signals on this chart. На этом графике есть еще 2 сигнала. Let's take this bar here. Давайте посмотрим вот на эту свечу. Does it close below the previous bar? Она закрылась ниже предыдущего минимума? Да. 1, 2, 3, 4. Does it close below this bar? Закрылась ли она ниже четвертой свечи? It doesn't close below the low of this bar. Она не закрылась ниже минимума четвертой свечи. That's not a signal. Это не сигнал. What about this one? А как насчет вот этого? Does it close below this bar? Закрылась ниже минимума второй свечи? Да. Yeah, are you okay that this one closes below the low of this? Да, вы согласны, что она закрылась ниже минимума второй свечи? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4. Does it close below the low of this bar? Закрылась ли она ниже минимума четвертой свечи? That's a sell signal. Для меня это сигнал на продажу. Now, can we agree that this is what we call a conservative signal? Можно ли согласиться, что это такой консервативный сигнал? It means it takes quite a while.
Ведь проходит какое-то время, пока этот сигнал, так сказать, проявит себя. This here is a 4-hour bar. Это 4-часовой график. The thing about it is that I got the signal early on at 1 hour. I could change the time frame to a 1 hour and I would get an earlier signal. Если бы я переключился на часовой график, то я бы получил этот сигнал раньше. What about over here? А как насчет вот этого момента? Do you understand why I'm short? Понимаете, почему я здесь открываю короткую сделку? Because we closed below the low of the previous bar Потому что я закрылся ниже минимума предыдущей свечи and we closed below the bar. и ниже минимума четвертой свечи. So just give an example here. Приведу вам еще один пример. We closed below the low of the previous bar Закрытие ниже минимума предыдущей свечи and we closed below bar number 4. и закрытие ниже минимума четвертой свечи. Are there any shortcomings to this technique? Есть ли какие-то недостатки у этой техники? Yes. Конечно. It can become messy if the market is not trending. Просто этот сигнал может быть таким неочевидным, если рынок не в тренде. And it can be slow to detect the change. И кроме того, разворот, он распознает достаточно медленно. We all want to be in up here, don't we? Каждый хочет войти вот здесь на пике, правда? Now, imagine for the sake of the argument that you observe this graph for a little while. Представьте, что вы уже какое-то время наблюдаете за этим графиком. Do you think I buy down here? Как думаете, вот здесь я куплю? No. I'm probably in up here. Я, наверное, где-то здесь куплю. But imagine what your trading would look like Но представьте, как бы выглядела ваша торговля, if you never, ever added to your losing trades. если бы вы никогда не наращивали свои убыточные сделки. But instead of taking your profits early, И вместо того, чтобы вынимать прибыль рано, when that brain of yours wants you to get a little ego boost, когда мозг хочет подкормить, так сказать, приласкать ваше эго, you know that feeling of, oh, I just want to feel good about myself, I'm going to take my profits. знаете, это чувство, когда думаешь, хочется себя так молодцом чувствовать, выберу какая прибыль. Instead of doing that, Вместо этого, why don't you do what the 2% do? почему бы вам не делать то, что делает 2%, And you buy a little more, и докупить немножко, and a little more, и еще чуть-чуть. not a lot. Не, немного. Just to, you know, Так, and a little bit more. и еще чуть-чуть. You'll be the one that will be riding this, and you won't get out up here. И вы прокатитесь по всему этому росту. Конечно, вы не выйдете на максимум, But you will most likely be the one that gets out here. но, скорее всего, вы выйдете вот здесь. And you'll have profit from here to there. И у вас будет прибыль вот отсюда, до туда, и отсюда до туда, и отсюда до туда. And I swear to God, Я вам клянусь. that is how a pro trader trades. Вот Alright. так вот и торгуют профессиональные трейдеры. The last bit I want to tell you, and I got a couple of minutes left now. Последнее, о чем я хочу вам рассказать, у меня осталось всего пару минут. I met an old man. Я познакомился с одним пожилым человеком. You will get to meet him tomorrow if you're around. Если вы завтра будете здесь, вы его тоже увидите. His name is Larry Pesavento, Его зовут Ларри Парсавенто. and I hope that you would. He has traveled a long way to be here. Я надеюсь, что вы будете на его выступлении, потому что он очень издалека ехал, чтобы приехать к вам. He's been trading for 55 years, Он торгует уже 55 лет. and he'll be speaking here tomorrow. И завтра здесь он будет выступать. He has taught me a lot, and one of the things he's taught me I want to pass on to you now. Он очень многому меня научил, и одна из вещей, которую он меня научил, я хочу вам передать. I call him ATBO. Я называю его Атбо. Do you know what ATBO stands for? Знаете, что значит Атбо? Это аббревиатура. ATBO is in philosophy. Атбо — это целая философия. It stands for all-time high breakout. Это значит all-time high breakout, то есть ожидающий прорыв из максимума за всю историю акции. The all-time high breakouts are the ones that are never afraid to buy something that has already risen a lot. Это люди, которые не боятся покупать инструмент, который уже очень сильно вырос. Because they believe they can never guess where the high is. Потому что они убеждены, что они не могут даже пытаться угадать, где же будет максимум. So, now that we are at the end of my presentation, Итак, мы подходим к концу моей презентации. my hope here is
that you wouldn't be afraid to buy this graph up here. И я надеюсь, что когда-нибудь вы не будете бояться покупать And you wouldn't be здесь, afraid of selling short и не this graph будете here. бояться продавать в короткую вот здесь. Just like Advo is not afraid of buying this graph here, right now in Nasdaq. Так же, как Advo не боится покупать. So when Вот I на asked him, этом графике. Это текущий, самый актуальный график. and I made the mistake of asking him, why are you buying here? И я допустил такую ошибку, спросил у него, почему ты тут покупаешь? What's my name? Он говорит, а как же меня зовут, да? All-time high. Максимум за все времена. Same here. То же самое здесь. If you can get yourself to buy here, whether it's Dow Jones making its highest for the day, or share that's trading for the highest, and you have a proven stop loss, Если вы добьетесь от себя, что сможете покупать вот здесь, вот когда, например, Dow Jones на максимуме дня, you will be the 2%. и при этом у вас будут хорошие стоп-лоссы, вы будете I can одним из guarantee you 2%, гарантирую вам. Because that's a hard bit to do. Потому что это действительно самое сложное. And that's what the 98% do not have the balls to do. И именно это делать не хватает смелости у 98%. I invite you to get this presentation if you email me on tom@tomhougaard.dk. Я приглашаю вас написать мне письмо и получить эту презентацию. Напишите мне по адресу tom@tomhougaard.dk. Then you can have it translated into any language you want. Тогда вы сможете перевести эту презентацию на любой язык, на какой захотите. And last but not least, И последнее, но немаловажное, from the bottom of my heart, от всего сердца, this is in Danish. Thank you. это по-датски «Спасибо». Thank you for bringing me to Kyiv. It has been a great honor. I appreciate it. Thank you. Спасибо за возможность побывать с вами в Киеве. Для меня это была большая честь.